Его смерть списали на сердце, хотя первые сообщения говорили о выстреле в машине. Для человека, который в одиночку запускал маховик массового забоя скота, это слишком удобный финал, чтобы верить в совпадение. Сергей Тур был не просто чиновником ветеринарии, он был тем самым связующим звеном между бумажными решениями о карантине и реальными рейдами. Когда у мелких фермеров под протокол вырезали все поголовье, от коров до свиней. Если принять хотя бы как рабочую гипотезу версию о коррупционном сговоре, то именно Тур идеально вписывается в роль наемного киллера на бюрократическом языке. Он не стрелял в конкурентов, он убивал их бизнес, подписывал акты, по которым хозяйства превращались в пустые дворы. И когда скандал вышел на федеральный уровень, фермеры стали говорить о чьей-то выгоде от зачистки, а журналисты копать связи с коррупционными агрохолдингами. Такой исполнитель внезапно превращается в опасного носителя тайны. Он единственный, кто мог связать конкретные приказы конкретных выгодоприобретателей и конкретные села, где скот ушел под нож. В этом контексте версия о том, что Тура могли ликвидировать не как случайную жертву стресса, а как человека, знавшего слишком много о настоящих хозяевах этой мясной зачистки, перестает звучать как конспирология и становится логичным прологом к разговору о тех, кто на этом забое, в отличие от фермеров, получил очень конкретную прибыль. В стране вырезают тысячи голов скота, фермеры остаются с пустыми загонами и кредитами, а крупнейший мясной игрок на рынке, Мираторг, в этот момент остается единственным, кто гарантированно сохраняет масштаб производства и долю полок в сетях. В условиях, когда мелкие хозяйства за месяц теряют все, а восстановление поголовья – это годы, именно такие гиганты выходят из кризиса не ослабленными, а укрепленными. Их конкуренты исчезают, а спрос никуда не девается. Чтобы понять, зачем агрохолдингу может быть выгодна зачистка мелких, достаточно посмотреть, как устроен рынок мяса. Сетевые ритейлеры и госзакупки любят тех, кто может отгружать стабильные объемы и закрывать сразу регион или несколько. Там, где вчера были десятки мелких поставщиков, после массового забоя остается пустота, которую способны быстро занять только структуры масштаба Мираторга, с уже выстроенной логистикой, кредитными линиями и лояльностью чиновников. Журналисты фиксируют, что сами фермы Мираторга физически находятся в тысячах километров от Новосибирской области, Брянской, Орловской, Смоленской, Тульской, Калининградской области, но это не мешает людям считать его выгодоприобретателем. Важна не география, а то, чей товар заменит исчезнувшее местное мясо в магазинах. По логике рынка, чем больше уничтожено неконтролируемого, несистемного поголовья, тем чище поле для монополиста. И никак иначе этот баланс не сложится. В публичном пространстве образ Мираторга давно строится не на мягком маркетинге, а на силовом давлении и судах. В любой неудобной статье агрохолдинг почти автоматически отвечает исками, лингвистическими экспертизами и требованием признать публикации недостоверными. В Курской и Смоленских областях компания уже добивалась через суд опровержения материалов, где ее обвиняли в злоупотреблениях. От экологических претензий до обвинений в фактическом вседозволении на земле. Это выстраивает узнаваемый паттерн. Вместо открытой дискуссии юридический прессинг и чистка информационного поля, где любое расследование рискует закончиться судом о репутации. Если перенести эту схему на историю с массовым забоем, получается довольно-таки логичная конструкция. Агрохолдинг публично отвергает причастность, но при этом активно защищает свой образ, в то время как фермеры и региональные активисты говорят о выгоде, которую он получает от исчезновения мелких игроков. Медиаполе вокруг массового забоя скота в Сибири показывает, как работает тихая монополизация. Фермеры рассказывают о принудительном уничтожении скота, о том, что компенсации не покрывают реальный ущерб, и их хозяйства становятся экономическими трупами. А в соцсетях именно Мираторг быстро превращается в символ того, кому это выгодно. В новостях фиксируют протесты, блокпосты у сел, угрозу голода и разорения. Но ни у кого из мелких нет ресурса быстро восстановить поголовье. Они выбивают копеечные выплаты, в то время как инфраструктура крупного холдинга остается нетронутой и готовой подхватить спрос. Слухи и посты доходят до призывов к бойкоту продукции Мираторга, но даже эти призывы показывают главное. Общество само считает его бенефициаром происходящего, потому что в любой кризисной зачистке рынка
выигрывает тот, кто изначально стоял выше всех по объему и связям. Ну а теперь давайте к фамилии Линник. Совладельцы Мираторга Виктор и Александр Линники в официальных биографиях выглядят как классические крупные агробизнесмены. Вертикально интегрированный холдинг, масштабная господдержка, льготы и участие в госпрограммах. Но в тот момент, когда массовый забой скота взрывает регионы, фамилия Линник уже давно не живет в вакууме. Ее тянет сразу в несколько чувствительных политических связок. В открытых источниках есть старый конфликт. Правительство еще в 2019 году вынуждено официально опровергать родство жены Дмитрия Медведева, Светланы Медведевой в девичестве Линник, с владельцами Мираторга. Заявление делается именно потому, что волна публикаций уже связывает их как семейный бизнес-клан. Формально связи нет, но логика проста. Если власть идет на публичное опровержение, значит тема родства и кумовства давно стала токсичной. Отдельным штрихом на этом имени лежит еще одна фигура. Фигура Юлии Вербицкой-Линник, куратора и доверенного лица Евгении Васильевой, фигурантки дела оборонсервиса. В расследованиях о скандальной выставке в Музее Востока именно Вербицкую-Линник называют тем человеком, который ведет Васильеву и отвечает за ее публичное перерождение из фигурантки коррупционного дела в художницу, чьи работы внезапно оказываются в зале с охраной и протоколом. Таким образом, фамилия Линник оказывается прописана сразу в двух сюжетах. Крупный аграрный бизнес, который связывает с верхушкой властью, и круг вокруг одной из самых одиозных коррупционных историй последнего десятилетия. Если собрать это в одну линию, то перед нами клан, который не просто зарабатывает на мясе, а живет рядом с теми, кто умел превращать государственные активы в личный капитал под видом эффективного управления. И это сильно меняет восприятие их роли в аграрном кризисе. Важно, что Мираторг и власти официально отрицают и родственные связи, и участие холдингов в схемах по ликвидации мелких фермеров. В заявлениях подчеркивается отсутствие какого-либо родства с женой Медведева. А сама компания уверяет, что не конкурирует с личными подсобными хозяйствами и никак не связана с решениями о забое. Но в логике расследования такие отрицания нужно рассматривать с поправкой, говорит не независимый наблюдатель, а прямо заинтересованная страна, чья деловая репутация и многомиллиардный бизнес зависят от официальной картинки. Когда на одной чаше весов заявление пресс-служб, а на другой реальные последствия для мелких хозяйств, которым уже нечем кормить семьи, доверие инстинктивно склоняется не в пользу тех, кто выигрывает от зачистки поля. Учитывая прежние истории вокруг фамилии Линник, от оборонных скандалов до разборок в судах и опровержения родства, логичнее рассматривать их как часть системной связки власти, капитала и агрессивной конкуренции, а не как случайно совпавшие фамилии. Именно такая логика, а не прямые признания, делает версию о том, что Мираторг и Линники выигрывают от массового забоя скота, устойчивой и живучей. В кризис исчезают слабые, а те, кто давно встроен во властную вертикаль и умеют давить через суды и связи, выходят еще сильнее. Для зрителя это уже не теория заговора, а привычная схема. Свои сверху получают рынок, чужих выкашивают под благовидным предлогом эпидемии, а официальные лица до последнего говорят, что все совпадения случайны.